Продолжение разговора, мысли вслух. Что же меня беспокоит, то, что я говорила в прошлом видеоролике, что меня беспокоит. Эти мысли дурные не покидали после моей болезни, во время болезни и после болезни. Вот это вот на несколько недель протянулось. И болезнь протянулась на несколько недель, и после состояние ну как сказать, такое неважное состояние, как бы жизнь не мила, жить уже опостылило, надоело, все уже прожито, как будто бы вся жизнь прожита, ничего не интересно, ничего не охота. Вот это состояние тоже длилось после болезни несколько недель. И вот после того разговора немного меня как бы отпустило. Да, я почувствовала немного это. Более-менее стало, чем вообще было. Опустошение было, а сейчас как бы приглушилось это опустошение. Ну, что еще хочу добавить. После таких манипуляций я начала выходить, днем начала выходить, прогуливаться. Ну, там по городу походила, по местности походила, разузнала, что почем. Посмотрела на цены, посмотрела на людей, посмотрела. Прогулялась по центральной части. Как говорится, по магазинам немножко прошлась. И это, оказывается, тоже помогает, отпускает, отвлекает, как бы. Отвлекает от этих дурацких мыслей. От навязчивых дурацких мыслей. И уже как бы что-то уже новое поступает, думаешь о чем-то, вот то, что увидел, какая-то мысля зарождается, там планы небольшие. Ну, как планы? Планы бывают тогда, когда, наверное, есть деньги, чтобы реализовать эти планы. Если есть финансы, тогда планируй, пожалуйста. Хоть кучу этих планов напиши, потому что есть финансовая независимость, есть деньги, на что потратить, куда поехать, куда пойти, что взять, что приобрести и так далее. А когда денег, как говорится, нема, тогда и планов никаких. И думаешь, а куда пойдешь, что возьмешь, на что возьмешь. На какие шиши? Что приобретешь, если денег нету? Тогда уже и все, и желание пропадает, и ничего не охота, и все опускается, руки опускаются. Мысли тоже не те. А потом какие могут быть мысли? Одни будут мысли, как бы эти деньги заработать. Или как приобрести эти деньги, найти. Ну, всякая мысля приходит, а после как бы. Ну, тому подобное. Другие думают, как бы выиграть там, выигрыш, лотерею в казино. Но я в это не верю. Казино, лотерея – это абсурд, я так считаю. Это пустая трата времени посещать и такие заведения, казино там, аппараты вот эти вот, куда спускают, игровые аппараты имеется в виду, куда спускают денежку. Лотереи, то, что покупают, это пустая трата времени и денег.
Я так считаю, кто этим связан, кто занимается непосредственно вот этим, это болезнь. Своего рода навязчивая болезнь. Тот как бы прощается своими деньгами, вкладывает в это, если есть собственные деньги, то он прощается как бы так со своими деньгами. Азарт – это плохая болезнь. Ну, раньше были такие мысли тоже в азарт. Я как-то покупала лотереи. Давно, правда, по молодости. Ну, честно сказать, вот сколько брала лотереи, это недолго длилось. Редко это было у меня, редко, но было. Чтобы я покупала лотереи эти, разыгрывала, но не выигрывала. Не выигрывала. Были выигрыши, вот как бы на покупку, на приобретение как бы следующей лотереи. И все. И я помню, один раз в детстве только выиграла. И то в возрасте школьницы, когда училась, тогда я помню, один раз купила лотерею. И то долго тоже в детстве перебирала, какую бы выиграть, какую бы выбрать лотерею. И оказалось, что выигрышная. И то я там выиграла посуду, хрустальные такие две эти, как его там, салатницы, две салатницы выиграла хрустальные. Вот это с помощью лотереи. И вот это как осталось у меня вот это с детства, этот выигрыш. В молодости я вспомнила, что выиграла, и думала тоже, может, что-нибудь выиграю, может, деньгами. Вот брала, но безрезультатно. И я после поняла это, сделала вывод, что это пустая трата времени и денег. Просто деньги отдаешь кому-то, и все. Чей-то карман пополняешь, кого-то обогащаешь, покупая эти лотереи пустые, а сам при этом опустошаешься навязчивой этой идеей о выигрыше. Все это впустую. Ну а сейчас у меня таких мыслей нету, чтобы там идти там потратить на лотерею эту дурацкую, в казино, да, никогда и ни за что на свете. Если я и буду в казино, хотя у меня нету это в планах, то только посмотреть на других, честно сказать, просто посмотреть, понаблюдать, быть свидетелем того, что как другие спускают свои финансовые ресурсы, которые имеют. А так, просто посмотреть, эмоционально там увидеть это, и все, по приколу, как бы говорится. А сама нет, ни за что я это уже, мне это вообще не надо, это лишнее. Так, что еще дальше? Я отошла от темы. Сейчас вот это, видите, у меня дальше закрутилось с этими лотереями, с казино. В казино я никогда не была, честно сказать. Только по телевизору видела, и все. А так я не была в казино. И слава богу, что не была. Ну, так думаю, может быть, суждено будет побывать, посмотреть, как там вообще по-настоящему выглядит казино, как играют, как эти барабаны крутят. Просто чисто для интереса посмотреть, и все. Только не играть.
такие мысли всевозможные крутятся. Прошлая жизнь постоянно крутится, которая забытая 20 лет тому назад, 30 лет тому назад и более. Детство это все крутится почему-то иногда. Ни с того, ни с сего. Вроде и не думаешь вообще, вот чем-то занят, а вот раз, и вот это вот вылазит, почему-то мысля появляется, вот это вот в памяти крутится, хотя я об этом вообще забыла. Как-то неожиданно и непроизвольно вот это все вспоминается, и я иногда удивляюсь, а почему так? Или мозг так устроен у человека, вот когда-то это было там лет, может быть, 35 назад, 40. И раз резко, неожиданно как-то вспомнил об этом. Вот никогда не вспоминал, а вот раз и вспомнил. Вот такое вот я заметила вот в последнее время у меня вот происходит. И это, наверное, мозжечок в голове как-то извилины просыпаются, которые клетки в мозгу или что, которые давным-давно заснули и раз резко проснулись. 35 лет тому назад эти клетки заснули, заложила это в памяти. И раз это раз и вылезло так неожиданно через столько лет, и вспоминаешь, да, вот так оказывается было. А вот это было, да. И все, и делаешь выводы из этого. А ведь в том возрасте, там в детстве, то, что было, вспомнил неожиданно, об этом не думал. Тогда было другое чувство совсем. Тогда совсем был какой-то страх другой, понимание другое, мысли другие были, взгляды другие. В детстве что думаешь там, если взрослые сказали, или кто-то сказал, или по телевизору сказали, все это уже, все это закон, это правда, вот так и есть, так и должно быть, вот все в памяти это, я помню, закладывали нам, закладывали все, что говорилось в детстве. А сейчас нет, сейчас уже фильтруешь любую информацию, которая поступает, слышишь, видишь, фильтруешь уже, да, это неправда, это ложь, а это вот зачем мне это и не надо это. И как мусор. Мусор, столько информации сейчас. И в основном это информационный мусор, который многое что забывается, сразу забывается, поступает вот эта пустая информация, а есть информация, которая шокирующая, там, вот такие вот негативные, в негативном формате информация, когда поступает, тогда это оседает в памяти почему-то, а вот зря вот ее и вообще негативную, шокирующую, там, с такими страстями, ужасами, убийствами, с извращениями вообще нужно в первую очередь не брать вообще ее в память, и не запоминать, забывать, и да и вообще на это не нужно сильно вот это обращать внимание особенно. Я так в последнее время вот так для себя выводы делаю, что это вообще и не нужно. Я не беру во внимание особо. Потому что мне это не надо. Зачем засорять свою память, которая... засорять свой мозг, который и так забит прошлой жизнью. И почему-то все вылазит, все негативное вылазит, а все, что хорошее, забыто. То, что было хорошее в жизни, счастливые моменты, почему-то это все забыто. Я вот иногда перебираю, думаю, а где же эти моменты, вот? А где же их? И
все никак не приходит на ум. А как же у вас, вот, мне интересно было бы услышать, как же у вас, напишите, вот этот человеческий мозг, он сам по себе это отдельный такой особенный орган в теле человека, в голове, в черепе. Такой отдельный, такой особый орган, о котором можно только много говорить, рассуждать, и до конца все равно не поймешь, не понять до конца. Это очень трудный механизм, можно даже сказать. Наши извилины в мозгу – это все механизмы, которые каждый воспринимает по-своему, понимает по-своему и берет во внимание и живет этим. Как говорят, сколько людей, столько мнений. Вот от каждого, у каждого свое мнение, это мысли. Мнение – это мысли. На этом я завершаю свой такой разговор, мысли вслух. Всем пока.